В Тегеране уже сутки настоящий ад. Несмолкающие ракетные удары во всех концах города, атакованы десятки зданий и аэропорт. Трамп анонсировал еще более жестокие удары по Ирану и очередную волну ликвидации руководства страны и корпуса стражей исламской революции. Президент Ирана извинился перед соседними странами за атаки ракетами и дронами и пообещал, что больше ударов не будет. А через полчаса дрон атаковал аэропорт Дубая. Нефть будет дороже $100. США частично снимают санкции с российской нефти, чтобы ее купила Индия. Белый дом озвучил еще одну цель войны – забрать всю иранскую нефть, как это случилось с Венесуэлой. Трамп и Нетаньяху вот-вот начнут конфликтовать, предсказывает бывший министр обороны Германии. У США и Израиля слишком разные цели в Иране. Венгрия отпустила украинских инкассаторов. Орбан на митинге пообещал, что не отдаст украинские деньги украинцам, пока не выяснит их происхождение. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Соединенные Штаты и Израиль в разы усилили бомбардировки Ирана. Вот что происходило в Тегеране сегодня, начиная с полуночи, по местному времени. Дональд Трамп назвал глупым вопрос корреспондента Fox News Питера Дуси, который попросил его прокомментировать информацию о том, что Россия предоставляет Ирану информацию для нанесения ударов по американским военным объектам в странах Ближнего Востока. Журналист задал вопрос Трампу во время круглого стола, на котором президент и другие американские чиновники обсуждали проблемы студенческого спорта. Мы делаем много чего очень... Кстати, в Иране мы действуем. Мы действуем очень хорошо. Кто-то спросил, как бы вы оценили ситуацию от 0 до 10? Я сказал, я бы поставил 12 или 15. Их армия исчезла, их флот исчез, их коммуникации исчезли, их лидеры исчезли. 2 состава их лидеров исчезли, они уже на 3-м. Их военно-воздушные силы полностью уничтожены. Подумайте об этом. У них было 32 корабля. Все 32 на дне океана. В остальном у них все очень хорошо, тренер. Очень хорошо. Мы делаем... Наша армия делает феноменальную работу. И это главное за эту неделю. Кажется, у нас каждую неделю появляется что-то новое. Но ситуация с очень плохой и очень больной группой лидеров, которые убивали много людей, много наших людей было убито. Их калечили, уничтожали их бомбы, заложенные повсюду на дорогах. Мы называем их минами на обочине. Люди ходят без ног, без рук, с изуродованными лицами. Погибло много людей. И у нас был выбор. Мы могли принимать это годами или что-то с этим сделать. И мы что-то сделали. И люди очень впечатлены нашей армией. И они восхищаются нашей армией за то, что произошло в Венесуэле, и то, что происходит сейчас, за то, что было с самолетами-бомбардировщиками Б-2 до этого, когда они уничтожили ядерный потенциал Ирана. Я думаю, сейчас мы — страна, которую уважают сильнее, чем когда-либо прежде. Я видел, что происходит со студенческим спортом, и это не звучит очень важно по сравнению с тем, что происходит в Иране и других местах. Но это очень важно для меня. И если я смогу это сделать, я это сделаю. Похоже, русские сейчас помогают Ирану нацеливать и атаковать американцев. Это легкая проблема по сравнению с тем, что мы делаем здесь. Но могу я быть честным? Это просто... Да, я очень вас уважаю. Вы всегда ко мне очень добры. Что за глупый вопрос в такое время? Мы говорим о другом. Может, немножко? Продолжайте, пожалуйста. Удар по аэропорту Мехрабад в Тегеране. Иранские СМИ утверждают, что удар был нанесен израильской авиацией. По информации иранского агентства Тасним,
Атаки затронули склады и инфраструктуру аэропорта. Пострадавших среди гражданских лиц нет, однако воздушное движение в районе Мехрабад временно приостановлено. Аэропорт Мехрабад обслуживает внутренние рейсы и является одним из самых загруженных в Иране. Международные полеты выполняются из аэропорта имени имама Хомейни за пределами города. Ранее израильские и американские силы сообщили о серии ударов по военным объектам Ирана, включая базы ракетных комплексов и позиции ПВО. В результате атак, по данным Израиля, значительная часть систем противовоздушной обороны Ирана была выведена из строя. В иракской Басре после удара беспилотника по комплексу зданий, где проживали сотрудники иностранных нефтяных компаний, в офисах и на складах американских компаний Halliburton и KBR вспыхнули пожары. Басра, главный нефтяной центр Ирака на юге страны, является местом базирования многочисленных международных энергетических компаний, включая Halliburton, которая обслуживает обширную нефтяную инфраструктуру региона. Город служит главной базой для иностранных фирм, работающих в нефтяном секторе Ирака. Французская нефтяная компания Total Energies эвакуировала свой иностранный персонал с проектов в Басре еще в четверг. В субботу еще несколько иностранных нефтяных компаний, включая Halliburton, KBR и Schlumberger, начали эвакуацию иностранных сотрудников с нефтяных месторождений в Ираке в Кувейт через пограничный переход Сафан. В связи с ситуацией с безопасностью в Ираке, иностранные сотрудники, работающие на нефтедобыче в Ираке, уехали в Кувейт, а оттуда они сами решат, куда им дальше ехать. Кроме того, ночью беспилотник нанес удар по отелю Эрбиль-Арджан, расположенному возле отеля Ротана в иракском Курдистане. Посольство США в Багдаде ранее в пятницу заявило, что поддерживаемые Ираном боевики могут попытаться атаковать отели, часто посещаемые иностранцами в иракском Курдистане, в то время как США пытаются помочь тысячам американцев, оказавшихся в затруднительном положении на Ближнем Востоке, покинуть регион. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в субботу днем записал сенсационное обращение, в котором сказал, что власти дали указание вооруженным силам прекратить ракетные удары по соседним странам, если только атаки не совершаются с их территории. Это распоряжение было принято по решению так называемого Временного руководящего совета. Пезешкиан заявил, что приносит личные извинения за случившееся, однако речь не шла об официальных извинениях со стороны Исламской Республики. Пезешкиан также принес извинения соседним странам, подчеркнув, что у Тегерана нет враждебности по отношению к арабским государствам региона. Это заявление прозвучало на фоне сообщений об атаке на аэропорт Дубая и перехвате иранских ракет и дронов над территорией Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Я лично приношу извинения соседним странам, которые пострадали от действий Ирана. Наши командиры, лидеры и близкие люди потеряли свои жизни из-за жестокой агрессии, которая произошла, а наши вооруженные силы — герои, отдавшие свои жизни, защищая территориальную целостность страны. Наши командиры приняли все необходимые меры и защищали нашу землю с достоинством и силой. Мы не намеревались нарушать территорию соседних стран. Как я уже много раз говорил, они — наши братья. Мы рядом с теми, кого любим в этом регионе. Мы должны объединить усилия и установить мир и спокойствие, и я надеюсь, что произошедшие события и решения, которые мы вчера приняли в нашем Временном совете руководства, помогут этому. Это решение было доведено до вооруженных сил. Отныне они не должны атаковать соседние страны или запускать ракеты, если только эти страны сами не нападут на нас. Я считаю, что мы должны решать это дипломатическим путем и избегать споров и конфликтов с соседними странами. Наши дорогие граждане должны знать, что все министры нашего правительства, все наши силы работают изо всех сил. Мы не подведем, мы — слуги нашего народа. Мы постараемся не создавать проблем для наших дорогих людей. Но реальность такова, что это война, и мы подготовились к войне. Я прошу Всевышнего в этот святой месяц даровать нам эту веру и убежденность, чтобы мы могли с силой защищать целостность нашей страны, гордость и достоинство нашего народа. Это станет уроком для будущих поколений. Иранцы готовы в любой ситуации, когда они нужны. Мы должны стоять вместе. Есть соседние страны, где некоторые группы или фракции думают воспользоваться этой возможностью, чтобы напасть на нашу территорию. Я хочу передать им послание. Лучше не становиться игрушкой в руках империализма. У нас могут быть разногласия и споры, но сейчас поддерживать Израиль, который, по нашим словам, совершает геноцид, и Америку, которая действует силой, значит навсегда покрыть себя позором и бесчестием. Становиться игрушкой колонизаторов, совершающих геноцид, плохо, особенно для тех, кто думает, что таким образом сможет обрести свободу и достоинство.
Достоинство нельзя получить, находясь рядом с хитрыми, ненадежными людьми, лжецами и теми, кто живет за счет других. Если у нас есть разногласия, лучше сесть и мирно их решить, но не становиться инструментом Израиля и Америки. Иранский беспилотник был перехвачен в районе международного аэропорта Дубая. Власти Эмирата сообщили, что обломки летательного аппарата упали и взорвались рядом с аэропортом после успешной работы систем ПВО. Прямого попадания по терминалам не зафиксировано, однако сообщается о задымлении и временных задержках рейсов. Атака произошла менее чем через час после того, как президент Масуд Пезешкиан публично извинился перед соседними странами и заявил, что Иран не намерен наносить удары по соседям, если агрессия не будет исходить с их территории. На данный момент сообщений о повреждениях в международном аэропорту Дубая нет. Однако, по данным региональных авиадиспетчерских служб, около 20 пассажирских самолетов не могли приземлиться в аэропортах Дубая из-за временных ограничений в воздушном пространстве. Сообщения о воздушных атаках со стороны Ирана также поступают из Бахрейна и Катара. В Дохе заявили о перехвате ракеты, направлявшейся в сторону страны. В Бахрейне были включены сирены воздушной тревоги, а жителям рекомендовано укрыться в безопасных местах. Об этом сообщило Министерство внутренних дел королевства. Одновременно Министерство обороны Саудовской Аравии заявило о перехвате 2 баллистических ракет и нескольких беспилотников, направлявшихся к авиабазе принца Султана. Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что 7 марта по Ирану будет нанесен очень сильный удар. По его словам, рассматривается возможность полного уничтожения и неминуемой гибели тех районов и групп людей, которые ранее не рассматривались для ударов, что связано с плохим поведением Тегерана. Трамп также прокомментировал заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана, который извинился перед соседними странами за атаки и пообещал больше их не проводить. Иран, который был жестоко избит, принес извинения и капитулировал перед соседями на Ближнем Востоке, пообещав больше не стрелять по ним. Это обещание было дано исключительно под давлением неустанных ударов США и Израиля. Они пытались захватить и контролировать Ближний Восток. Впервые за тысячи лет Иран проиграл соседним странам региона. Они сказали: «Спасибо, президент Трамп». Я ответил: «Пожалуйста». Иран больше не хулиган Ближнего Востока. Теперь он лузер Ближнего Востока. И таким останется на многие десятилетия, пока не капитулирует, или, что более вероятно, полностью не рухнет. Сегодня Иран будет поражен с полной силой. Под серьезным рассмотрением находятся меры по полному уничтожению и неминуемой гибели из-за агрессивного поведения Ирана, в том числе в отношении территорий и групп людей, которые ранее не рассматривались как цели. Благодарю за внимание к этому вопросу. Президент Дональд Трамп. Цены на нефть продолжают расти на фоне перебоев в мировых поставках, вызванных войной США и Израиля против Ирана. Американские нефтяные фьючерсы растут быстрее, чем международный эталон Brent Crude, после заявлений в Вашингтоне о возможных мерах правительства для сдерживания цен на энергоносители. Президент Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит рост цен на бензин в США на фоне расширения конфликта. Серьезные перебои уже затронули производителей региона. Ирак сократил добычу примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки из-за остановки морских перевозок через Ормузский пролив и нехватки танкеров для вывоза нефти. По той же причине Катар приостановил производство сжиженного природного газа. СПГ-танкеры не могут проходить через узкий морской коридор пролива. По данным компаний Вартекса и Каплер, около 300 нефтяных танкеров скопились у входов в Ормузский пролив. Следующими сократить поставки могут Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, поскольку свободные мощности для хранения нефти быстро заканчиваются. Тем временем продолжаются атаки на танкеры в Персидском заливе. Судно «Сонангол» Намибия под флагом Багамских островов сообщило о повреждении корпуса после взрыва возле иракского порта Хорез-Зубайр. Я надеялся, что на протяжении этой недели появится возможность для переговоров и деэскалации между сторонами. Тогда после частичного открытия Ормузского пролива цены могли бы стабилизироваться и даже немного снизиться. В начале года ожидался довольно крупный мировой профицит нефти. Возможно, до 3 миллионов баррелей в сутки. А сейчас мы говорим уже о нехватке поставок. Не запасов, запасы как раз большие. Мировой уровень находится на 4-летнем максимуме. Несколько миллиардов баррелей нефти по всему миру, примерно 70 дней потребления. Но сейчас проблему создает логистика. Нефть невозможно доставить туда, где она нужна, потому что она не может пройти через Ормузский пролив. Поэтому цены могут продолжать расти по мере появления новостей о сокращении добычи. Я думаю, что производители в США и в Северной Америке выиграют. Они будут получать более высокую цену за нефть и начнут хеджировать добычу, чтобы зафиксировать эти цены.
Обычно схема такова. При более высокой цене выплачиваются более высокие роялти и налоги на добычу, а остальное идет в прибыль. Маржа довольно высокая. У них уже есть множество разрешений и тысячи потенциальных мест для бурения. Поэтому, думаю, мы увидим постепенный рост числа буровых установок в США и увеличение добычи, чтобы воспользоваться высокими ценами. Россия, например, сейчас продает больше нефти Индии. Поэтому она тоже может выиграть, поскольку будет рассматриваться как своего рода запасной вариант. Думаю, ее добыча также может немного увеличиться. Министр финансов США Скотт Бессент заявил в эфире телеканала Fox Business, что Соединенные Штаты могут продолжить снимать санкции в отношении российской нефти. По его словам, это решение связано с временным дефицитом на мировом рынке. Ранее Вашингтон разрешил Индии в течение месяца импортировать российскую нефть, чтобы компенсировать нехватку энергоносителей. Индийцы вели себя очень хорошо. Мы просили их прекратить закупку российской нефти, находящейся под санкциями, этой осенью. Они это сделали. Они собирались заменить ее американской нефтью. Но чтобы сгладить временный дефицит нефти в мире, мы разрешили им принимать российскую нефть. Мы можем снять санкции из других видов российской нефти. Еще один момент, который может сделать Министерство финансов, Ларри, заключается в том, что на море находятся сотни миллионов баррелей нефти, находящиеся под санкциями. И, по сути, сняв с них санкции, Министерство финансов может создать новые запасы. И мы сейчас изучаем этот вопрос. Мы будем ждать ответа от Центрального командования. Что касается того, когда, по их мнению, станет возможен безопасный проход, в Ормузском проливе мы уже видели, как выходили в море иранские суда и китайские. Так что, знаете, я думаю, что это может занять, не знаю, неделю это или две, но мы на пути к решению этой проблемы. Знаете, иранцы воюют на двух фронтах. Они ведут проигрышную военную битву, где их силы подавлены. И как сегодня вечером заявили министр обороны Пит Хексет, генерал Дэн Кейн и президент, сегодня вечером мы проведем нашу самую масштабную бомбардировку и нанесем наибольший ущерб иранским ракетным установкам и заводам, производящим эти ракеты. Мы существенно ослабляем их. И знаете, наша кампания там оказалась сокрушительной. Представитель Белого дома Джаред Эйген в интервью Fox Business признал, что главной экономической целью атаки Соединенных Штатов на Иран является установление полного контроля над иранской нефтью, так же, как это произошло с Венесуэлой. Я бы сказал, что лучший ответ — это то, что вы слышите от президента все время. Бури, малышка, бури. И именно поэтому президент Трамп так хорош. Действия, которые он предпринял с первого дня по увеличению добычи здесь, в США и в западном полушарии, позволяют сейчас видеть это как управляемую ситуацию. Как сказал министр Бессент, мы в США не зависим от нефти с Ближнего Востока. Лучшее, что мы можем сделать сейчас — работать с американскими производителями, продолжать бурение, поддерживать производство. Я только что вернулся из поездки в Венесуэлу. Мы были там 2 дня на этой неделе. Встречались с Дельси Родригес и привезли с собой группу руководителей нефтегазовых компаний. Нам нужно расширять добычу в Венесуэле. У нас есть ресурсы здесь, в западном полушарии, и мы хотим увеличить производство здесь. Мы делаем это при администрации Трампа. Именно поэтому цены на бензин были такими низкими. И поэтому то, что вы видите сейчас, это все еще управляемо по сравнению с тем, что было при Джо Байдене. Мы высвобождаем энергоресурсы, которые у нас есть в западном полушарии. Мы сосредоточены на западном полушарии, на том, чтобы США имели доступ к нефти, газу и минералам здесь. Они зависели от Ближнего Востока. Вы упомянули Венесуэлу. Каковы перспективы? По словам Криса Райта и секретаря Бургума, Венесуэла может выйти на производство 1 400 000, 1,5 миллиона баррелей в день за несколько месяцев. Это сравнимо с экспортом Ирана в Китай до конфликта. Это важно, потому что это компенсирует нефть, которую Иран поставлял на рынок. И причина, почему важен Ближний Восток и движение нефти из Персидского залива — цены на нефть глобальные. Да, это долгосрочная выгода. Мы хотим забрать огромные запасы нефти Ирана из рук террористов. Краткосрочные последствия сильно перевешиваются долгосрочной пользой.
В итоге нам не придется беспокоиться о проблемах в Ормузском проливе, потому что мы заберем всю нефть из рук террористов. И если посмотреть на Венесуэлу, действия президента в январе раскрыли потенциал страны. Мы были там на этой неделе. Chevron сообщил о рекордных уровнях добычи за 2 месяца. За 2 месяца в Венесуэле достигнут больший прогресс, чем за 20 предыдущих лет. Это только по нефти и газу. Много компаний, которые оставались при Мадуро, сейчас достигают рекордных уровней добычи. Мы привлекли еще ряд компаний. И это лишь часть потенциального производства. Дельси и ее команда хотят действовать со скоростью Трампа. Это было лозунгом этой недели. Между Израилем и США назревает конфликт, считает бывший министр обороны Германии Карл Теодор Цу-Гутенберг. Вот что он пишет на своей странице в профессиональной сети LinkedIn. Стратегии правительства Соединенных Штатов и Израиля вовсе не совпадают. Израильское правительство нацелено на окончательное уничтожение революционных инструментов власти иранского режима, в том числе корпуса стражей исламской революции и сетей прокси-сил. В Вашингтоне, напротив, придерживаются более функционального понимания смены режима, похожего на ситуацию в Венесуэле. Конфликт между Израилем и Соединенными Штатами может возникнуть из-за разных подходов к операции против Ирана. По мнению Цу-Гутенберга, США планируют нападение с целью поэтапной смены режима, тогда как Израиль нацелен на максимально быстрый и сокрушительный удар. Сочетание масштабных воздушных и киберопераций, атак на руководителей, ядерные объекты, ракетные позиции, военно-морские и воздушные силы, а также политическое и экономическое давление. Разница стратегий, по словам Цу-Гутенберга, может вызвать трение между Трампом и Нетаньяху уже после первой крупной волны ударов. При этом призывы к населению Ирана свергнуть режим рассматриваются как потенциальная внутренняя переменная операция и инструмент, на который США и Израиль смотрят по-разному. В ночь на 7 марта российские войска нанесли прицельный ракетный удар по жилому многоэтажному дому в Киевском районе Харькова. По последним данным, погибли 11 человек, среди них 2 детей, еще 15 человек получили ранения. По информации Офиса Генерального прокурора Украины, удар был нанесен новой российской крылатой ракетой «Изделие-30». По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ракета имеет дальность до 1500 километров и боевую часть массой около 800 килограммов. Запуск возможен со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Издание Defense Express отмечает, что «Изделие-30» по характеристикам напоминает ракету Х-101. У них сопоставимый размах крыльев около 3 метров и аналогичная мощность боевой части. По данным украинской разведки, первые случаи применения этой ракеты против Украины были зафиксированы в конце прошлого года. В результате удара в Киевском районе повреждены 19 многоэтажных домов. В квартирах выбито более 800 окон и свыше 200 балконов. Серьезные повреждения получила школа, разрушены несколько торговых павильонов. По данным воздушных сил Украины, в ту же ночь Россия нанесла по стране комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры. Для атаки использовались 509 дронов и ракет, включая «Циркон», «Искандер» и «Калибр». Системы противовоздушной обороны Украины, по официальным данным, уничтожили 472 цели, 453 беспилотника и 19 ракет. 7 сотрудников украинского Ощадбанка, ранее задержанные в Венгрии, освобождены и уже пересекли украинскую границу, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига. Он поблагодарил консулов, правоохранительные органы, государственные учреждения и банки за содействие в освобождении. По данным Ощадбанка, сотрудники инкассаторской службы перевозили валюту и золото в рамках соглашения с Райффайзенбанк Австрия. 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Венгерские власти задержали их, сославшись на подозрения в отмывании денег, и отметили, что среди задержанных был бывший генерал украинской спецслужбы, ответственный за организацию перевозки. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто потребовал разъяснений от Киева по поводу перевозки наличных средств через страну, указывая на возможную причастность украинской военной мафии. Инцидент произошел на фоне обострившегося конфликта между Венгрией и Украиной из-за нефтепровода «Дружба», прерванного с 27 января, который Венгрия требует восстановить. Во-первых, мы не знаем, куда именно эти деньги вывозились или были доставлены сюда. Поэтому правда в том, что мы просто хотим знать, что украинцы делают с этой огромной суммой денег в Венгрии. Но мы действительно хотим это знать. Мне кажется, происходящее вызывает подозрения. Существует проукраинская партия, созданная с нуля. Она выросла из ничего. На ее создание ушло много денег. И тем не менее, эта проукраинская партия продолжает свою деятельность, работает, у нее нет финансовых проблем. Я также вижу, что в стране много проукраинских работников СМИ. И я вижу, что многие люди выступают публично. Если я хорошо знаю свою страну, то их доля значительно превышает реальное количество в стране. И я подозреваю, что многие проукраинские голоса в Венгрии лишь отчасти искренни и идут от сердца.
Другая часть исходит из личных средств. И я хочу знать, как деньги попадают в эти карманы. У нас есть вопросы, и мы найдем ответы на все вопросы. Мы разберемся с судьбой этих конфискованных денег, как только узнаем, что это такое. А до тех пор они останутся здесь, полежат и отдохнут. Потому что это так не работает и не будет работать. Мы с радостью заключим соглашение с украинцами по многим вопросам, но никогда не согласимся под давлением шантажа. Мы отвергнем любой шантаж.